Всем привет, друзья! В этом видео рассмотрим модель немецкого реактивного истребителя Messerschmitt 163 Comet. Это у нас перепак фирмы Академия от Моделист, масштаб 1 к 72. Возможно, глядя на этот бокс-арт, у кого-то возникнет мысль, что здесь модель из некой серии What If. Но на самом деле такой истребитель-перехватчик у Германии действительно существовал. И первый свой боевой вылет он совершил уже ближе к концу войны, в 1944 году. Разработка, конечно, была новаторская для своего времени, но переломить ход событий такие машины уже не смогли. Итак, рассмотрим коробочку. Бокс-арт здесь оформлен достаточно простенько. Простой шрифт, рисунок модели на всю коробку. И единственное, что хочу отметить, это вот такой вот логотип с бароном Мюнхгаузеном на ядре. Очень здорово подходит такой образ к этому реактивному самолету. Далее на торце коробки изображение модели. И здесь вот модель исполнена на таком тягаче. Тягач, кстати, также входит в комплект набора. На другом торце коробки расположены другие модели от Моделист. Здесь у нас и японский Zero, советский Як-7 и немецкий Юнкерс. Ну и теперь давайте посмотрим, что внутри. Коробка достаточно плотная, и модель хорошо защищена от повреждений. Деталей здесь немного. Такой самолет отлично подойдет начинающим моделистам и даже детям. Всего два пакета с литниками, небольшая декаль и инструкция. Традиционно с нее мы обзор и начнем. Итак, инструкция здесь черно-белая, распечатана на листе формата А4. В верхней части историческая справка, и как для инструкции она достаточно обширная. Ниже технические характеристики самолета, условные обозначения и необходимые цвета. Далее на развороте сборка модели. Ну, сборка здесь простейшая. Собирается кокпит, корпус самолета, крылья, хвостовая часть, шасси, какие-то мелкие элементы и последним этапом тележка для транспортировки. Хочу отметить, что несмотря на минимальное количество шагов и небольшое количество деталей, здесь присутствует даже модификация. Есть возможность собрать одноместный или двухместный самолет, а также шасси можно ставить на свое усмотрение. То есть либо сделать самолет в полете, либо на тележке, либо на своих шасси. То есть шасси у него как бы были, но они отбрасывались после взлета. Все это делалось для уменьшения веса. На последней странице несколько вариантов окраски модели, а именно 3 варианта. Вот как раз здесь самолет представлен без шасси, на колесиках, а также вариант с двухместной кабиной. Да, с ней он смотрится как-то уж совсем необычно. Все варианты окраски подразумевают использование того или иного камуфляжа. Ну и пока обсуждаем покраску, давайте рассмотрим и декали. Здесь у нас эмблемы, имитация технических надписей, немецкая символика и номера. Насколько эти декали качественные, сказать не могу, так что когда будем собирать, уже посмотрим. Единственное, что можно отметить, это не очень хорошо проработанные логотипы. Вот, например, тот самый Мюнхгаузен как-то уж совсем на себя не похож. По крайней мере, на бокс-арте он нарисован гораздо более четко и интересно. Но с другой стороны, модель все-таки совсем небольшая. Ну и наконец переходим к пластику. Модель здесь дана на 2 литниках, не считая прозрачных элементов. Третий литник посвящен тягачу. Давайте сначала рассмотрим самолет. На первом литнике даны 2 варианта корпуса. Одноместный и двухместный.
Расшивка просматривается, но она совсем не глубокая. Так что зальет ли ее краска, это еще вопрос. Но опять же, будем смотреть уже в процессе сборки. Далее нижняя часть самолета, хвост, шасси, сиденья, приборная панель. Кстати, неплохо здесь просматриваются приборы. Я думаю, при должной обработке должно смотреться очень здорово. И также здесь дано два варианта шасси. Один вариант такой вот голый механизм, другой с обтекателем. На следующем литнике даны детали кокпита и крылья. Вот он, собственно, одноместный кокпит. Вот это вот лыжа посадочная. Далее детали кабины, некоторая мелочевка и большой двухместный кокпит. Крылья здесь состоят из двух половинок, и здесь такая же на поверхности неглубокая расшивка. Но тем не менее все отлито замечательно. Я здесь нигде не вижу никаких дефектов, ни утяжен, ни облоя. Замечательная модель в этом плане. Детали после отделения с литника можно сразу склеивать без какой-то дополнительной обработки. Из мелких деталей также можно отметить рычаги. Они здесь продублированы для двухместного варианта, но если вы будете собирать одноместный, то у вас фактически есть запасной рычаг. Далее прозрачные детали, на мой взгляд, нормальный прозрачный пластик. Единственное, что хочу сказать, так это то, что придется маскировать некоторые окошки. Особенно на двухместном варианте. Здесь, как видите, такой вот сложный переход. И на этом переходе сочетаются как окошки, так и металлическая поверхность. На одноместном также придется маскировать, но здесь уже меньше и поверхность немного проще. Плюс на самом фонаре кабины тоже нужно прорисовать уплотнитель. И последний литник набора — это детали для сборки тягача. Вот такой вот простенький колесно-гусеничный тягач для транспортировки этой модели истребителя. Я так понял, тягач был разработан специально для этого самолета. Одной деталью выполнена, скажем так, платформа для удерживания самолета. Также вот сам агрегат, его колеса, рессоры. Далее элемент, на который крепятся гусеницы. Ну вот и сами гусеницы. Думаю, соберется эта модель безо всяких проблем, и даже у самых младших и начинающих моделистов не возникнет трудностей. Конечно, самое главное, чтобы здесь была хорошая сходимость. Но я уже сталкивался с этой моделью, и, насколько я могу вспомнить, со сходимостью здесь также полный порядок. Вот такую вот простую небольшую модель предлагает моделист. Если вы собирали этот истребитель, обязательно напишите в комментарии свои впечатления о модели. Ну а также поделитесь фотографиями в моей группе Facebook. Ссылка на группу и на другие социальные сети в описании под видео. Ну а если этот обзор был вам интересен и полезен, то обязательно поставьте лайк ролику и подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Я же с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание и до встречи в новых видео.